Официальный представитель Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Джоу Лидзянь заявил, что китайские власти выступают против очередного пакета односторонних санкций Евросоюза в отношении Беларуси. Дипломат подчеркнул, что Пекин считает недопустимым метод использовать угрозы и односторонние санкции. Китай также выступает против вмешательства во внутренние дела белорусского государства. Убедительная риторика, то, что сейчас надо. Но хотелось бы денег, и желательно как можно больше. Санкции – это дело весьма затратное. В нашем случае, полагаю, надо разделять китайские слова и реальные действия. Прежде всего, политический кризис в Беларуси создал огромное количество конкретных и весьма существенных рисков для реализации китайской инициативы «Один пояс, один путь». В рамках этой инициативы Беларуси отводилась особая роль и место в качестве логистического и индустриального хаба для выхода Китая на европейский рынок. Предполагалось, что белорусские власти создадут здесь особые бизнес-условия для инвесторов и прежде всего со стороны Китая. Частично это было реализовано в рамках белорусско-китайского индустриального парка «Великий Камень». Но у Китая были другие планы. Они планировали диверсифицировать свои экономические связи со странами Запада. Именно рынок ЕС рассматривался в Поднебесной в качестве наиболее перспективного. Нынешний экономический и политический кризис обнуляет планы Китая. Делает невозможным выполнение основных двух условий, связанных с диверсификацией экономических связей в западные страны. Это вхождение во Всемирную торговую организацию и заключение определенных торгово-инвестиционных соглашений с ЕС. Введенные экономические санкции превращают Беларусь в такого своеобразного токсичного партнера, как раз таки из-за угрозы распространения вторичных санкций в отношении китайских компаний и корпораций. Здесь наиболее чувствительны, наверное, американские санкции, потому что они имеют глобальный характер. Очевидно, что усиление санкционного давления на Беларусь пойдет именно по этому пути, так как Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки, как правило, координируют свою политику. Эта ситуация для Китая вообще неприемлема. У этой страны есть своя особенность. Китай избегает сотрудничества с теми государствами, которые находятся под жестким санкционным прессингом со стороны западных стран, опасаясь именно рисков вторичных санкций. Отмечу, в отношениях Беларуси и Китая уже бывали такие периоды. Осложнение между Минском и Западом после выборов 2010 года привело к значительному снижению инвестиционной активности. До тех пор, пока не произошла относительная нормализация этих отношений, Китай не вкладывал практически ни копейки в Беларусь. Дальше, в период между 2011 и 2015 годами, из-за кризиса в отношениях между Беларусью, ЕС и США, инвестиционная активность была практически полностью заморожена. Но как только Минск вышел на траекторию нормализации отношений между Брюсселем и Вашингтоном, со стороны Китая вдруг вспыхнул явный интерес. К слову, это привело к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Беларусь в мае 2015 года. На мой взгляд, сейчас следует ожидать абсолютно идентичную динамику в белорусско-китайских отношениях. На уровне риторики Китай будет поддерживать Беларусь. Это связано с дипломатической позицией Китая, который всегда выступает против санкций. В принципе. Однако следует понимать, что китайские бизнес-проекты уже реализуются в Беларуси. И введение санкций для него весьма болезненно. Один из крупнейших проектов с китайским участием – это строительство горнодобывающего и обогатительного комплекса для производства калийных удобрений в Минской области. Кроме Китая, средства вложены и российским олигархом Михаилом Гуцериевым. Согласитесь, этот факт сегодня не может не беспокоить Пекин, как и попадание в санкционный список Беларусь-Кали, с которым у Китая заключены контракты. Вряд ли Китай станет рисковать в очередной раз. Тем более, что у китайцев достаточно диверсифицированный пакет партнеров по реализации инициативы «Один пояс, один путь», в том числе и в Восточной Европе. Беларусь просто выпадет, если ситуация не изменится. А говорить о каких-то изменениях в Беларуси пока вообще не приходится, даже в отдаленной перспективе. На мой взгляд, все только начинается.